Ну что, Nexon X12 или GT1 от Rocktech. Смотрите, у меня здесь огромное количество коробочек. Я хоть правильно ее поставил? Нет, неправильно. Вот так вот, две коробочки. Nexon X12 и Rocktech GT1. Два сапога пара, абсолютно одинаковые ТВ-боксы, только Nexon X12 у нас сертифицирован и сделан для рынка Украины. И здесь вот что самое интересное, даже у нас, вот видите, Технозон рекомендует. И сейчас объясню, почему там Технозон рекомендует написано. Потому что я принимал непосредственное участие, и сам по себе Nexon, непосредственное участие, скажем так, в истории появления вот этого вот ТВ-бокса. Смотрите дальше. Две коробочки. Если вы думаете, что у них будет разная цена, то абсолютно ошибаетесь. Rocktech GT1 продается на AliExpress, Nexon X12 продается на сайте Nexon.ua в Украине. При этом еще и с промокодом Технозончик получите 5% скидочку. Да еще немаловажный аспект, вы получите базовую подписочку на 1 месяц от украинского OTT-сервиса. И дальше уже там, смотрите, огромное количество преимуществ. Но что же это за ТВ-бокс? Давайте посмотрим сразу же здесь. Это вот такая вот коробочка. И это на Realtek 1325. Смотрите, 2 USB. У нас 2.0, кстати, который работает в суперспиде, достаточно для проигрывания любого контента с флешки, либо с жесткого диска. LAN J45 на 100 мегабит, HDMI-чик, аудио-видео выход. У нас есть вот такой вот SPD-чик для подключения ресивера и вход питания. Кстати, диод здесь сделали, в отличие от GX, меньше. И вот, знаете, сразу вопрос будет, а чем он отличается от GX1? Да я вам объясню. Это смена Nexon X10, который был в свое время сертифицированный с Netflix, со всеми сервисами. И, конечно же, это младший брат GX1, такого нашумевшего Rocktech GX1, который идет с Dolby Vision, с различными плюшками искусственного интеллекта. А здесь есть тоже плюшки искусственного интеллекта. Это раз. Во-вторых, здесь шикарное изображение, хорошая видеокарта, формула памяти 2/32. Если вы считаете, что формула памяти недостаточно, поверьте, ее достаточно практически для всего. Тестировали, и сейчас вы это все увидите. Немаловажный аспект. Если вы думаете, что Nexon это просто нанесенный бренд, то это все фигня. Вот вам, пожалуйста, скрин. Nexon X12 сертифицирован так же, как и Rocktech GT1. Только Nexon X12 это конкретно Украина. По пульту. Пульт здесь. Вот такой вот Nexon, официальный, с вот такой вот опцией инфракрасного управления дополнительными устройствами. Это значит, что вы этим пультом сможете управлять не только вашим ТВ-боксом, еще выключать, включать телевизор, громкость регулировать, либо той же самой звуковой панели или же AV-ресивером. Это классно. И вот теперь мы доходим до главного. Характеристики. HDR10+, HLG. При этом все в адаптиве. У нас нет постоянного HDR, как это было, допустим, с постоянным Dolby Vision в GX1. У нас неплохой Wi-Fi, который тулит под 400 мегабит. И это действительно очень неплохо. Кстати, у нас здесь есть блок питания. Сейчас я вам покажу. Блок питания неплох. Выбирали долго. Давайте, кстати, по аналогии с GX, вот такой вот блок питания. И чтобы вы понимали, то это 12-ваттный, 12 вольт 1 ампер, ну и плюс HDMI кабель вот такой вот. А если вы берете в случае с Nexon, то у вас еще и будет вот такая вот, видите, вот такая вот штучка, пожалуйста, в подарочек. Это вы уже там сами можете определиться. По GT1, если вам интересно сравнить, то я могу, конечно же, показать, что в коробке, но сразу говорю, DRM-L1 сертификат, Netflix сертификат, при этом по звуку это шедевральные боксы, и шедевральность их заключается в том, что Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Dolby Atmos через Dolby True HD в пробросе. Вот он точно такой же. Пожалуйста, смотрите. Два одинаковых, только потом здесь еще появится аббревиатурка Nexon. Не аббревиатурка, а логотип Nexon. Вот, пожалуйста, видите, они абсолютно одинаковые. То есть вы можете их 100 раз сравнивать, вы сейчас не найдете никакой разницы. Дальше по пультам то же самое будет. Вот, пожалуйста. Такой же самый пульт и такой же самый блок питания. Один в один. А теперь история появления. Небольшая история появления, когда у нас начали появляться вот эти фишки искусственного интеллекта. AISR, да, кстати, насчет AISR, это, если вы лень вам смотреть, что дальше, да, то есть, во-первых, ссылки в описании под видео на это все, плюс промокод Технозон на 5% для Украины. Во-вторых,
Если вы не знаете, где покупать очень дешево, кстати, слушайте, если вы ищете, как в Украине его купить, то вот вам QR-код, один QR-кодик на этот TV-бокс, а вот второй QR-код вам на стриминговые сервисы по очень вкусной цене. Ну так вот, короче, когда начали появляться AISR, AIPQ и различные эти фишки искусственного интеллекта, у нас была задача, скажем так, повысить Nexon X10. Да? Nexon X10 получился топ TV-бокс, который продавался шикарно продавался, и практически по нему вообще никаких вопросов нет. И нам нужно было придумать платформу, что же сделать вместо него, но с лучшими функциями искусственного интеллекта и с лучшей картинкой. А все знают, что в Realtek картинка реально лучше. Все это знают. Что мы сделали? Nexon обратился к нам, мы долго сидели, обсуждали, выбирали и решили, что для того, чтобы сохранить, во-первых, стоимость, чтобы он был не дороже, чем Nexon X10, плюс мы могли бы дать гарантию 2 года, на секундочку, 2 года гарантии, а на блок питания украинский производитель Nexon дает гарантию просто под замену блок питания и HDMI, если с ними что-то не так. Вот представьте себе уровень. То есть, если вы берете GT1, допустим, в Китае, и в Китае вы там уже сами понимаете, там как рулиться, ну если у вас глобальный рынок, да, то там с гарантией чуть легче, то для Украины совсем другое дело. Так вот дальше. AISR — это штука, которая улучшает качество изображения низкобитрейтного, то есть старые фильмы, какие-то нечеткие видео. То есть вы сейчас видите сэмпл, пожалуйста, это 3 сэмпла, один 480p в оригинале, один в оригинале 1080p и один 480p с AISR. И это классно, действительно классно работает. AIPQ — это технология искусственного интеллекта, которая кадр за кадром анализирует сцену и выстраивает его цветность, контрастность и яркость в соответствии с той сценой, которая там есть. Вы даже в это не вмешиваетесь, вы наслаждаетесь лучшей картинкой. К тому же у нас есть группа в Telegram по Rocktech, и поверьте, там все вам скажут, что картинка на Realtek лучше. И мы пошли в сторону вот этой вот улучшения картинки, получения фишек искусственного интеллекта. Мы уходим от Dolby Vision в сторону телевизоров с HDR10+, HDR10. Конечно же, для Dolby Vision у нас остается GX1, топовый TV-бокс, я считаю. К тому же на него подтвержден выход Google TV 14, как и здесь тоже подтвержден выход 14 Google TV на базе Android 14. То есть на секундочку, это просто-напросто получилось топ-фишка, топ-плюшка, и я не знаю, там сейчас напишут, как их там, адепты мало памяти, будут писать в 2025 2 гигабайта. Ребят, Mi Box 3 генерации вышел сколько? 2 на 32. Всего хватает. Забудьте вот это вот понятие андроида для смартфонов. Здесь нет Google сервисов для смартфонов. Здесь нет обязательной синхронизации. Здесь нет обязательных каких-то сервисов, которые постоянно работают в памяти для обеспечения работы модулей связи и тому подобного. Геопозиционирование. Здесь этого всего нет. Здесь хватает 2 гигабайт для воспроизведения полного контента. В V1 кодеке, в 265 кодеке, во всем остальном. В общем, мы сейчас с вами переходим, его посмотрим, сколько он стоит, и будем тестировать. А потом мы сделаем выводы. Но я заранее скажу вам, что получился этот TV-бокс просто-напросто пушечка. Просто пушечка, я его тестировал, и только после того, как он... Почему мы выпускаем обзор уже, когда этот GT1 вышел через не пойми сколько? Я вам объясню, потому что вот этот вот логотип Технозон рекомендует, он ставится не на каждый TV-бокс. Не на каждый. Когда мы сидели, выбирали платформу, договаривались с Rocktech, со Skyward, что у нас будет платформа, и, кстати, GT1 тоже появился благодаря вот этим всем совместным усилиям с Rocktech, то, я думаю, мы не прогадали. То есть это бюджетный вариант сертификата с классным изображением и с классными возможностями. Поэтому переходим с вами и тестируем. Где купить GT1 от Rocktech вы можете купить на Алиэкспрессе по цене 57,99. Перед тем, как мы почитаем дальше, сразу скажу, что в Украине можно его купить дешевле.
с официальной гарантией, это для тех, кто живет в Украине. Конечно, для всех остальных, пожалуйста, на Алиэкспрессе есть ссылка в описании под видео, кстати, на Алиэкспресс, на проверенного продавца, и, пожалуйста, можете там приобретать. А здесь вы можете еще использовать промокодик Технозон для того, чтобы получить скидочку. То есть, если вы нажмете, там, видите, у нас скидка по промокоду, можем ее удалить, можем добавить Технозон, и будет у нас скидка по коду. Пожалуйста, пользуемся. Но давайте посмотрим, что же у нас тут они интересного заявляют сам производитель. Тут все просто. Есть AI-PQ, AI-SR, да, фишки искусственного интеллекта, встроенный процессор, ну как они, лучшие в своем классе RTD 1325, 2 гигабайта DDR 4 памяти на 32 eMMC 5.1 и Tutituar Wi-Fi, которому вообще вопросов нет, Wi-Fi-чик прикольный. QMS, ну давайте опустимся ниже, как они, QMS, VRR, ALLM, это именно для того, чтобы реализовать автофреймрейт без погружения в черное, то есть если ваш телевизор, конечно же, а здесь прямо расписано, видите, как 30, 24, 60, а здесь, видите, no сигнал, есть сигнал, нет сигнала. При этом есть у нас с вами AC4, ERC рабочий, это для тех, кто понимает по звуку. Тут знаете, как интересно, они пишут про декодинг всего лишь Dolby Digital Plus с Atmos через MS-12, это через Dolby Digital Plus, и все. По Stro у них есть и DTS HD Master Audio, и Dolby True HD, кстати, и тут у нас они пишут, что 32 гигабайта, кстати, eMMC 5.1 для ТВ-боксов, очень даже неплохо. Вообще все характеристики можете почитать в описании под видео, в принципе, все, что есть, все необходимое, все есть. Поэтому ссылки в описании под видео, переходим, покупаем, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали тестировать. Заставочка, да, заставочка у Google TV. Вот он такой вот любимый мой Google TV. На самом-то деле действительно ничего страшного в нем абсолютно нет. Но я вам скажу так, если вам не нравится Google TV, вы не знали, что можно поменять на Projectivity Launcher, такой я снимал когда-то, или Projective Launcher снимал когда-то обзор, там можно вообще полностью поменять интерфейс. Либо сделать вот такую вот штуку. То есть если вы не знали, то вы можете включить здесь еще режим только приложения. То есть включаете, и у вас будет вот такой вот интерфейс. Это если вы не знали, как можно работать с Google TV интерфейсом, будет вот такой вот очень простой, при этом голос будет работать внутри приложений. То есть если вы зайдете, допустим, в ютубчик, пойдете в поиск и скажете канал Технозон, вот Технозончик у нас, то вы найдете, допустим, мой канал. То есть это в таком режиме. Но мы это выключим. Возвращаемся к главному экрану и видим, что у нас все отлично работает. То есть это обыкновенный Google TV интерфейс с рекомендациями. Да, рекомендации нельзя, допустим, регулировать. Но опять же, вернемся к тому лончеру, про который я говорил. Prime Video можно убрать, отключается через ATV Tools, который есть в маркете. В самих настроечках все достаточно просто. Экран и звук. Тут есть некоторые сюрпризы. Если перейти в режимы экрана, то есть в разрешение, которое есть, ну вы сейчас видите до 1080p, но я при подключении 4К вижу интересный момент. Есть поддержка 120 Гц в 1080p, для меня это был интересный момент. Во-вторых, поддерживаются как дробные, так и целые частоты, это очень хорошо для автофреймрейта, потому что есть фильмы, например, 23976, есть кадров в секунду, есть 24, и оно будет все правильно переключать. Теперь у нас есть адаптивный HDR, это очень хорошо. И тут у некоторых возникает вопрос, а если там VS10 движок, который был в GX1? Нет, VS10 движка нет, это движок Dolby Vision. Здесь есть конкретный адаптивный HDR с поддержкой HDR10, с поддержкой HLG, HDR10+, и это абсолютно классно работает. То есть у вас полностью SDR интерфейс, никаких постоянных Dolby Vision, у вас постоянный SDR и переключает в зависимости от контента конкретно на HDR, HDR10+, либо HLG в зависимости от потоков. Также у нас есть ЦИК, который позволяет управлять вашим телевизором, то есть включаться-выключаться вместе с приставкой. Есть у нас масштабирование текста, это, кстати, отдельное спасибо для людей с плохим зрением, и использовать частоту кадра контента. Тот самый пресловутый автофреймрейт, который убирает
поддерживает микрофрезы в фильмах, но здесь он есть с поддержкой QMS VRR. То есть есть без плавного перехода, то есть когда он будет в черное погружаться, если ваш телевизор не поддерживает, а поддерживает просто переключение частоты. И только с плавным переходом, это когда он будет без, ну, если у вас телевизор современный с VRR, QMS, то он без перехода в черное будет просто-напросто понижать либо повышать частоту. Это очень удобно, классная тема. В расширенных настройках экрана тут фактически ничего интересного нет, а вот ISR это классная фишка. И если посмотреть на файлик, который я вам сейчас показываю, то это конкретно суперсэмплинг, то есть он делает старые или низкобитрейтные видео немножко четче. То есть вы будете смотреть, допустим, каналы с более хорошим качеством, вы будете смотреть, допустим, те же самые там видео на YouTube, либо старые фильмы с немного более хорошим качеством, более четким и не таким размытым. Эта штука на базе искусственного интеллекта просто-напросто отлично работает. По аудио мы можем выводить, конечно же, через HDMI выход, мы можем его через SPDIF, и тут у нас даже есть настроечки некоторые. Но по аудио чуть-чуть подальше мы проверим, какие форматы звука есть. Конечно же, пульты, аксессуары. У нас можно настроить кнопки на пульте ДУ. У меня сейчас LG TV настроен. То есть фактически вы можете добавить устройство и управлять вашим телевизором, либо саундбаром, либо AV-ресивером дополнительно через инфракрасную опцию. Включать, выключать, менять источник сигнала, делать громче, тише. Это все доступно именно с помощью дополнительной функции вашего пульта. Теперь, если пойти в саму систему, то у нас здесь есть питание, энергосбережение, и это очень важный момент, потому что вам необходимо выбрать вот такие вот настройки, чтобы он не засыпал автоматически. То есть при бездействии 12 часов, при просмотре 8 часов. То есть ставим сначала здесь 8 часов, потом при бездействии до 12 доходим через один шаг. То есть потому что иначе каждые 15 минут он будет засыпать, если вы не делаете никаких действий. Некоторым эта функция нужна, хотя я оставил себе 15 минут на своем ТВ-боксе дома и таким вот образом пользуюсь. Конечно же, сразу с вами пойдем по мультимедийным опциям данного ТВ-бокса. Если мы пойдем с вами в Netflix, то Netflix здесь будет играть, во-первых, он с автофреймрейтом, во-вторых, с Dolby Atmos, с HDR, 4К в полном качестве. Отлично отрабатывает, если включать, он все отлично проигрывает. Мы замыливаем, мы максимально замыливаем лица, максимально замыливаем контент, потому что сильно YouTube сейчас ругается за то, что вот показывается что-то по YouTube. Очень много правообладателей жалуются, они считают, что кто-то ворует их контент, хотя кому он нужен. Теперь YouTube 4К, 60 FPS. То есть, вы смотрите, я еще все в режиме реального времени делаю. Все в режиме реального времени делаю. Давайте голос. Дикая река 4К. Голос работает, пульт отрабатывает. Включаем дикую реку. Ну, во-первых, остановим. Во-вторых, пойдем сначала включим с вами в настроечках, нам нужно включить статистику для сисадминов. Из-за того, что мы остановили, у нас есть стартовые дропы, на них не обращаем внимания, потому что сейчас мы выходим с вами и переключаем ролик уже со статистикой для сисадминов. Давайте включаем этот ролик и смотрим на результаты. 0 дропов, ни стартовых, никаких. С коннектом 64 мегабита, 74. 4К 60 FPS. При этом вы видите вставки и HDR, HDR10, и HLG. Он просто шикарно все воспроизводит. То есть у нас нет никаких вопросов с YouTube. При этом давайте вот такой вот тест. Включаем. Давайте настроечки. Вы меня просите всегда именно проверять еще скорость воспроизведения. Давайте. Так, включили 1.5, включим. Пошло воспроизводить. Дропы нормально, потому что он сбросил, грубо говоря, 25% дропов. Это абсолютно нормально. То есть, ну так и должно быть, когда ты регулируешь скорость воспроизведения. Как мы поняли, Netflix, YouTubeчик, все отлично работает. Как и любой стриминговый сервис. Любой стриминговый сервис для показа телевидения по типу Nexon, по типу Megogo, Sweet TV и тому подобных, у нас будут работать шикарно. И как мы видим, бренд Proctec, RTD 1325, у нас CNC ClearK, Widevine L1, Microsoft PlayReady DRM, то есть он имеет полную сертификацию. Конечно же, голосовой поиск глобальный так не работает, как мы привыкли на Android TV, это неудивительно, то есть все равно Google закрутит гайки всем, он уже в Android TV закручивает. Фильм «Черкассы».
То есть сам по себе голосовой поиск работает отменно внутри приложений. Здесь он не будет искать, конечно же, по всем приложениям. И если вы хотите, чтобы у вас внутри приложения чего-то искало, то идете в само приложение, уже там занимаетесь своим голосовым поиском. Что еще могу вам показать? Могу вам показать тест сети. Я проверял тест сети в разных источниках, и спид-тест, и интернет-спид-тест. 5 гигагерцовый Wi-Fi. Я вам скажу, знаете, имея такой Wi-Fi, по факту нафиг не нужен этот LAN RJ45 на 100 мегабит, который здесь стоит. Давайте смотрим. Смотрим на тест. Поехали, ждем 200, 300, 372, 440, 460, 472 мегабита, 475 мегабит. Это в этом тесте. Мы будем тестировать, ну здесь регистрируют пиковые значения. Сейчас мы проверим через обыкновенный спид-тест, чтобы вы понимали, что все здесь отлично со скоростью сети. Подключен он сейчас на Xiaomi роутер на BE7000 через 36 канал 160 МГц. Здесь 475 на 413. Также мы с вами должны были проверить через другое приложение, пожалуйста, через Analytics, немножко другой сервер, но получаем приблизительно такие же результаты. Ну, здесь 345 он будет показывать, потому что он использует какой-то там тест совсем другого региона. То есть, но мы будем иметь с вами, я буду показывать все результаты, 350, допустим, на 262. Это отличный результат по Wi-Fi сети, то есть шикарный. Шикарный результат для Wi-Fi сети. Ну и тот же самый спид-тест нам подтверждает наши результаты. 355 мегабит на загрузку и 333 на выгрузку. Ребят, ну тут как бы вопросов нет по Wi-Fi, к слову, совсем. Я вам просто говорю, что у нас есть прямая связь с Rocktech. И мы можем влиять, да, на сертифицированных ТВ-боксах исправлять баги не так просто, как на несертификатах. У вас проходит там, бывает, 5-6 месяцев по исправлению багов. Но сам факт того, что у нас есть прямая связь с производителем, вот это важный момент. Вот настолько это все интересно работает, то дело в том, что у нас же еще и немаловажный аспект, что это сертифицированный ТВ-бокс, и мы можем с вами на него транслировать все, что угодно с нашего смартфона. Ну, например, фотографии. То есть я захожу, вот, выбираю фотографию, знаете, вот я вам сейчас покажу, какой я себе коврик в свой Polestar заказал, да, коврики. Вот я нажимаю здесь кнопку «Транслировать», вот прям зашел в Google Фото, транслировать на вот этот вот наш ТВ-бокс Nexon X12, пожалуйста, вот такие вот коврики я себе заказал в Polestar. Твою налево, жена меня убьет, короче. Но это ладно, все мелочи жизни. При том, что я вот могу дальше здесь что-то выбирать, допустим, в смартфоне, у вас картинка просто-напросто висит. Ну, либо могу вам показать, допустим, там, как мы делали, там, угол нашей комнаты, да, там, вот раз я выбрал фото, уже просто выбираю фото, я даже ничего не делаю, смотрите. Либо могу точно так же транслировать видео прямо из Google Фото, вот нажал сейчас, смотрите, это вот то, как у меня светится на Polestar крыша, да, там вот значок на крыше Polestar светится. И это все и это еще не все. Кроме того, что я могу транслировать, допустим, сюда свой смартфон, ну, кроме этого, я ж могу, знаете как, я могу зайти в Google Chrome, найти какую-то ссылку с видео, например, с каким-то, и затранслировать его прямо на ваш сертифицированный ТВ-бокс. Также из YouTube любое видео я могу зайти просто в YouTube на смартфоне, нажать на устройство, которое следует транслировать, он будет не просто транслировать, он будет не просто воспроизводить видео, как вы считаете, ну, допустим, он будет его передавать видео, нет, он передает саму по себе ссылку потока, ну, я остановил, да, а сам видео, ну, вот, пожалуйста, пошло проигрывать. А само видео будет проигрываться ТВ-боксом, именно брать поток. Но это еще не все. А ну, лисичка, давай свой ноутбук сюда. Сейчас я вам покажу. Это же еще не все. К нему можно подключать. Смотрите, лисичка мне дает свой ноутбук. Мне нужен ее Google Chrome. Здесь у нас будет сейчас пустая страничка. Мы нажимаем здесь трансляцию прямо на ноутбуке в Google Chrome. И здесь у нас есть UHD STB стример. Пожалуйста, вот он, этот Google. Это мы можем транслировать просто-напросто одно окошко. Мы можем транслировать весь рабочий экран. Я сейчас выберу источник трансляции экрана полностью источник трансляции экрана. Остановлю и передам полностью экран на наш
TV-бокс. Я сейчас сверну. Вот, пожалуйста. У нас есть сейчас трансляция, ну, немножко в плохом качестве, потому что... А что у тебя с качеством? Зачем ты? А знаете, в чем вопрос? У нее 4К экран здесь, вернее, даже 3К экран, и оно его ужало, то есть оно передает сейчас полное качество. Да? Молодец. Лисичка играет, думаю, как ты на таком экране в 3К работаешь? Вообще, взяла, ужала все, капец, ужас. И там сейчас просто трансляция у меня Full HD была, оно 3К экран, Full HD ужал, все пережато. Но это не столь суть важно, все это прекрасно работает, это просто суперово. Стриминговые сервисы я сейчас показывать не могу, у нас почему-то удалили некоторые видео. Но, допустим, тот же самый Nexon TV, который здесь есть, он показывает идеально, при том, что вы получаете сюда еще и подписочку на месяц, и плюс у вас будет 170 каналов, по-моему 170 на бесконечно, грубо говоря, бесплатно. То есть зашли и смотрите. Если пойти в AIDA 64 посмотреть на аппаратуру, то это у нас Skyward Digital, да, все тот же Skyward, бренд Rocktect, на RTD 1325, 2 на 32, центральный процессор 4-ядерный Cortex A55 по 1,7 ГГц, за отображение отвечает Mali G57. Ну, сеточку мы с вами проверили, кстати, мы не проверили Lana J45 и 2,4 ГГц. Сейчас все исправим. Температуры доступа нет, а по кодекам у нас есть и AV1, как вы уже поняли, и все что угодно, то есть все на аппаратном уровне Realtek. Вот он, пожалуйста, Realtek-овский AV1, AVS2, AVS, HEV 265, это немаловажный аспект. Слушайте, ну 2.4 надо проверить, и Lana J45 тоже, что-то я, вот знаете, настолько сильно увлекся им. А ну давайте к 2.4 подключаемся. Идем сразу же, давайте аналите использовать, тут особо большой разницы нет. В аналите 2.4 проверим сразу же. И здесь на 40 МГц, 160 мегабит на 80, ни хрена себе. На 6 канале, 40 МГц. Блядь, на этом можно 4К фильмы смотреть. На 2.4, на устаревшем 2.4 можно смотреть 4К фильмы. Ладно, подключим его к Lana J45, конечно, и получим чистые 100 мегабит, само собой. Так, ага, файловый в этот дернул диск, только что включил. Мы же еще должны с вами проверить, как работают внешние накопители. Так, Ethernet подключен. Вот, все, Ethernet мы видим. И идем дальше в аналите. Получаем чистые 100 мегабит. Для тех, кто говорит, что 100 мегабит мало ему, то поверьте, Wi-Fi вам здесь хватит для всего чего угодно. Меня устроили сетевые модули, с этим как бы вопросов нет. По поводу каких-то вариантов просмотра внешних, имеется в виду матрикса и тому подобного, работает все что угодно. Вот работает все что угодно. Те, кто говорят, что им 2 гигабайта памяти мало, а почему вы не настроите кэш на внешнее хранилище? Ведь это тоже можно сделать. Не знали? Поизучайте тему, это уже дело такое. Давайте с вами дальше пойдем. Что мы будем тестировать дальше? Я обещал вам разобраться со звуком и посмотрим, как он воспроизводит с внешнего носителя диски. Я вам объясню. Теперь. Он понимает только NTFS, exFAT не читает, NTFS более мне ближе. Заходим в NTFS диск и, пожалуйста, можем с вами проигрывать все что угодно. Давайте начнем со звука. При проигрывании Dolby Digital у нас будет Dolby Digital, при проигрывании Dolby Digital Plus у нас будет Dolby Digital Plus. Вообще никаких вопросов, я это вижу на своем ресивере. Dolby True HD он проигрывает Dolby True HD в режиме проброса без каких-либо проблем. DTS HD Master Audio играет, спокойно выводит на мой ресивер. DTS X подтвердить не могу, потому что мой ресивер не поддерживает DTS X. Dolby Atmos даже тягает через Dolby True HD в режиме проброса. Такое тоже у нас сейчас возможно. Возможно ли проигрывать что-то с внешнего жесткого диска, учитывая того, что здесь USB 2? Да бога ради, воспроизводите все что угодно, потому что USB-шки здесь работают в быстром режиме. LG New York 4K, очень высокобитрейтное видео.
LG Barcelona. Кстати, вы видите вставки, HDR-чик отрабатывает все отлично. В режиме, скажем так, адаптивного HDR мы можем работать со всем чем угодно. То есть включаем сейчас Samsung 7 Wonders. Переключается, автофреймрейт работает, работает HDR и работают все возможные варианты воспроизведения с внешнего жесткого диска любых тестовых каких-то роликов. Пожалуйста, проигрываем, все суперово. Если говорить о его быстродействии, то нам приходится его оценивать, я не знаю, Antutu, как его здесь запускают, у меня не хочет он работать на Realtek, доходит, возможно, нужно понижать версию, но я не доверяю старым версиям, которые не сталкивались с такими процессами. Теперь по результатам 3D Mark. iStorm Extreme 7998 баллов, это намного выше, чем любой Amlogic S905 X4, и iStorm Unlimited у нас, конечно же, в максимале, поэтому, пожалуйста, если хотите во что-то даже поиграть, ну давайте сейчас подключим. Я беру геймпад, ссылочки на геймпады есть в описании под видео, мы его включаем, опа, смотрим, заведется он или нет, и, пожалуйста, можем во что-то играть. Я здесь играл во много разных игр, например, Raptide GP2, очень требовательная игра для, допустим, игр на ТВ-боксе. И спокойно я вот, без каких-либо негативных моментов, без тормозов, без фризов. Давайте, поехали. Давайте стартуем. То есть у нас и Nexon, и GT12, и GT1, то есть оба ТВ-бокса абсолютно идентичны. По поводу искусственного интеллекта AI-PQ, его проверить так просто-напросто в обзорах невозможно. То есть он отображается неплохо на HDR экранах, когда он подстраивает картинку, контраст картинки, именно ее цветовую гамму под саму сцену, анализируя кадр за кадром, это неплохо. ASR вы увидели, слушайте, вообще неплохой ТВ-бокс. С учетом того, что он пришел на смену такому знаменитому ТВ-боксу, как Nexon X10, да, который был на базе Hamatix 4К, да, который именно лайта, который лайтовый, то вообще очень плохо. Слушайте, я прям заигрываться начал. Стоп. Давайте следующую игру какую-то попробуем. Какие-то аркадные игры, какие-то стрелялки, шутеры, все, что есть в маркете, фактически нормально будет играть, но следует учитывать версию Android. Здесь более у нас современная версия, кстати, которая еще и обновится до 14-го Android, как я уже говорил. Сейчас мы с вами, слушайте, мне так нравится эта игра, как я ее полностью проходил. Ну, правда, немножко читерил, я просто-напросто накупил этих, скажем так, не звезд, а там всех улучшений, и просто-напросто прошел с таким вот образом. То есть я особо не морочил себе голову. Это одна из тех игр еще и которая на пультах работает. Orbia, прикольная, кстати, прикольная игрушка для тех, кто не играл. Очень сильно советую, развивает моторику, логику. Ну, давай. Классная тема. Ну, как вы поняли, да? Люблю такие игры, у меня нервов не хватает. На самом-то деле, у меня терпения не хватает дожидаться, когда там надо пролетать каждый раз. То есть, хотя игра просто-напросто прелестна. Слушайте, ну можно же играть. Давайте я еще покажу вам один момент. Давайте сейчас пойдем. Так, UHD стриминг STB, Android 12. Да, вот это вот немаловажный аспект, потому что получит обновление на 14. Так, ну и последнее. Вынужден смазывать, конечно же, стриминговые сервисы. Имеется в виду, знаете, по типу IPTV, OTT сервисы, стриминговые их называют по-разному. Имеется в виду наше эфирное телевидение. Все, пожалуйста, работает, быстро все переключается. Сейчас клацаю между каналами и как бы вопросов нет. Поэтому, что я могу сказать? Пошлите, пройдем и сделаем с вами выводы. В качестве вывода скажу, классный ТВ-бокс, один из топовых ТВ-боксов, он повторит судьбу Nexon X10, это 100%. При том, что можете GT1 брать, можете X12 брать, мне все равно, где вы что купите. Так что мы рекомендуем, с вами был Bubble на канале Технозон и вот такие вот GT1 и Nexon X12. Пока.